Всем привет! Завершил все моды на ремейк тройки, какие хотел, или же нашел. Некоторые буду повторяться, так как они уже были в ролике про вторую часть. Вот тебе ссылка, если не смотрела, обязательно глянь. Поэтому также давайте без долгого вступления сразу же к делу. Да, такой мод уже был в прошлом ролике на ремейк второй части. И видать, он настолько понравился игрокам, что его решили запилить еще раз. А может и просто не так уж и сложно было его выкатить, тут уж и я не специалист. Для тех, кто не в курсе, повторю. Данный мод снимает рамки на перемещение противников по локациям и не только. В моде можно отдельно настроить, как долго зомби будут вас преследовать после того, как вы ему спалились, и даже если вы уже ушли с поля его зрения или ускакали на несколько комнат вперед. Или же они просто будут сразу же пытаться в родную им локацию. Будут ли они заходить в сейфрумы? Будут ли оживать зомби, которые всегда раньше были декорациями, но после того, как вы их коснетесь, они также будут рваться в бой. Некоторые зомби могут появляться даже по новой. Хотя должны вообще все, если стоит нужна галочка, конечно, но у меня это почему-то было в ограниченном количестве. Зомбари могут существовать даже после того, как вы перейдете на другую территорию. То есть, если враг все-таки потерял вас на каком-то моменте, то именно там он и будет стоять, когда вы вернетесь обратно. Это касается и Немезиса, который также будет разгуливать везде и даже в комнате сохранения. Рандомный спаун зомби, даже обычных, в некоторых местах может сильно поднасрать и заставить изменить ваш маршрут. К примеру, убегая от Немезиса, вы как ни в чем не бывало решили пробежать через кафе. А не получится, по той причине, что там уже в 4-й раз появился зомби, который вечно выламывает дверь. И придется бежать в обход. Но мы же знаем, в какой мод играем, верно? Поэтому вас там могут ждать еще рандомные зомби, которые когда-то там вас преследовали, и либо они, продолжая это делать, оказались в этой локации, как назло, потеряли к вам интерес именно в этом месте. Но ремейк тройки сам по себе довольно-таки короткий, и когда услышал, что такой мод есть и на тройку, кроме смеха это ничего не вызвало. Ведь этот мод работает нормально далеко не во всех местах, а только там, где есть причина куда-то возвращаться. Если не бегать долго и не стопориться в одном месте, или же убивать большинство противников, то вы даже не почувствуете этот мод. Но, кстати, зомби теперь чует вас на большом расстоянии, так что вполне вероятно, что в своих стандартных позах и позициях они находиться больше не будут, опять же, корректируя ваш маршрут. Но тут дело еще в другом. Имеются увороты, и если вы не будете всех убивать, а просто проскакивать мимо, и не дай бог вы где-то задержитесь, то существует такая вероятность, что все они вас встретят в одном месте. Поэтому не забывайте, какой мод у вас включен. Бывает такое, что почему-то зомби могут стать невидимыми и при этом продолжать вас атаковать. Или же при игре за Карауса у меня 3 раза подряд зомби не реагировали на гранату. Рекомендую объединять этот мод для более сильной хардкорности с другими модификациями, которые, конечно же, не конфликтуют между собой. Если в ремейке тройки при этом вы, конечно, чувствуете себя более чем уверенно. Да и в теории его можно поставить и при первом прохождении, так как здесь гораздо больше мест, чем в той же двойке, где вы безнаказанно можете расстреливать зомби, а они вам даже ничего не сделают, так как вы находитесь вне их зоны патрулирования. Я не посчитал нужным упоминать этот мод в ролике про ремейк двойки, но имейте в виду, что и там он тоже есть. Глобального этот мод ничего не вносит, и помимо того, что наносимый вами урон был снижен, что в некоторых местах заставит пересмотреть стратегию боя с боссами и не только, ведь ресурсов будет требоваться намного больше. Так вас еще же практически все будет убивать с одного удара. Не все и не все, но многое. К примеру, раньше, когда вы попадали зомби в захват, вы могли вырваться и получить меньшее количество урона. То теперь захват от зомбаря равно смерть. Куты даже не будут появляться, и не важно, какое было у вас здоровье. Данный мод подойдет тем придуркам, которые не могут в условности игры и орут что-то вроде «зомби кусает, а главный герой не заражается». Хотели? Получайте.
Особенно если ни разу не играл в игру, то сразу ставь этот мод и посмотрим, когда у тебя сгорит очко. По факту, главный герой не получает никакого урона, за исключением ролика. В ином же случае, попробуй пройти всю игру с первого раза и без дамага. Ведь у Джилл вряд ли между лифчика спрятаны штук 20 антивирусов. Поэтому даже если вы владеете уворотами, иной раз будет страшно специально бежать на зомби, чтобы кувыркнуться. Ведь в случае неудачи вас откинет на ближайшее сохранение. А если учесть, что на сложности Инферно их меньше, и автосейвов нет, и особенно ближе к концу игры, это может быть очень больно. Также рекомендуется объединять этот мод с другими на сложность. Суть данного мода точно такая же, как и в ремейке двойки. Мододел вдвое или втрое раза сократил находимые вами ресурсы из разряда трав, спреев, патронов, пороха и всего подобного. Некоторые же он заменил на другие, чтобы совсем уж не оставить без защиты, а также поменял местами подсумки для увеличения инвентаря. Сама же игра осталась нетронутой, но теперь ваши предыдущие стратегии для ведения боя точно изменятся. Главное отличие от двойки – это увороты. Если владеете идеально и умеете уворачиваться от всех врагов, то проблем не будет от слова совсем. А если с кем-то вы будете вступать в бой, то высока вероятность словить софтлок. При первом заходе я подумал, что мододел не учел увороты и много снарядов я сливал в молоко. И в результате мне не хватило 3 патронов финального босса. Ну, как бы хватило, но они были заряжены в разных пистолетах, и я не захотел заниматься танцем с бубном и просто начал сначала. Во второй раз я уворачивался намного чаще, но в конце опять поверил в себя и начал расстреливать патроны. И чуть не загнал себя же в ту же ситуацию. Короче, экономить нужно даже больше, чем во втором ремейке, чтобы комфортно чувствовать себя на боссах. Ведь мододел, как я понял, рассчитывал именно на Perfect Dodge. При игре за Карлоса проблем же не было от слова совсем. Но все равно чувствовалось, что боеприпасов стало в разы меньше. Модификация, которая скорее всего могла стать лучшей на ремейк тройки. Почему могла? Потому что она так и осталась недоделанной на финале демо-версии. Но так или иначе, поиграть и оценить хотя бы в какой-то степени проделанную работу в ней можно. Первоначально вас будет встречать новый экран главного меню, состоящий из приоритетного красного цвета, который обещает сладкую жизнь. Небо в самой игре на протяжении всего геймплея чем-то напоминает выброс из Сталкера, и точно такого же оттенка, как и в главном меню. Подвезли новые скины на Джилл и Карлоса в облике зомби, но это все мелочи. Были добавлены новые враги в неожиданных местах, что для нас уже звучит не так удивительно, но ощущается совсем иначе, и также играет в плюс, и будет заставлять не щемиться по локациям, не думая, как это было в Nightmare моде или же City of the Dead на ремейк второй части. Сам мододел пишет, что он улучшил искусственный интеллект противника примерно на 30% от сложности Инферно, но на деле я это как-то не сильно заметил. Урон, получаемый вами, также был повышен, что я также не заметил, так как ниже Инферно я не играю. В то время как урон, наносимый всем вашим оружием, был порезан. И это чувствуется даже когда стреляешь по собакам, но не ощущается во всем остальном. При этом мододел раскидал по локациям новые игрушки, которые ранее либо не могли быть доступны, к примеру, Джилл, или вообще же были бонусными, как та же штурмовая винтовка или же пистолет Райден. Вдобавок, есть большое количество своего рода одноразового оружия. Не знаю уж, фишка это или просто недоделка, но суть в том, что пистолеты, которые вы подбираете, не имеют функцию перезарядки. И с одной стороны это даже прикольно, ведь зная потенциал той или иной пушки, можно убирать его в долгий ящик для определенного сражения, где его применение будет наиболее эффективным. Расположение стандартных предметов было изменено. Это касается как всевозможных ресурсов, так и некоторых сюжетных предметов. И если не ошибаюсь, они даже могут лежать в разных местах при старте с новой игры. Так что придется по новой бегать по всем локациям и сувать нос в каждый угол. Появились новые рецепты для крафта. То есть, если раньше нельзя было смешивать, к примеру, порох пистолета и порох Б от гранатомета, то теперь вполне это можно сделать и на выходе получить комбинацию, которой раньше не было.
Собственно, как бы увеличено количество создаваемых патронов даже для дефолтного смешивания, а что-то и в общем было изменено. И можно из пороха создать даже траву или спрей. Что само по себе, конечно, немного бредово, но если бы в готовом моде нас бы сильно прессовали, то можно было бы закрыть глаза на эту условность и в критической ситуации сломать мозг, что сейчас создать нужнее. Мододел имел большие амбиции, чтобы закончить его, и замахнулся даже открыть больше локаций на исследования, и такой мод реально есть, который позволяет разбегаться чуть больше. Он хотел также добавить больше скинов как для героев, так и для противников. Инвентарь хотел сократить до 6 слотов, но при этом, чтобы больше патронов или же трав стакались между собой. Но, опять повторюсь, что мод не доделан. К сожалению, большинство локаций просто пустует и нет даже обычных зомби. А на их месте, и то не везде, бегают ликеры и собаки, которые очень сильно любят боговать. Но, как пишет сам мододел, они являются всего лишь наполнителем. Ликеры бегают даже на электростанции, но в уменьшенном виде. А некоторые боссы, наоборот, приобрели в размерах и стали двигаться быстрее. А еще некоторые... Хотя в описании он писал, что вроде как он доделал все до РПД, но честно, об этом как-то не скажешь. Добивает это все, что мод просто непроходим. Не потому что сложно, а дело в том, что при защите Джио в госпитале он добавил немезисов. Один из них вообще в окно не может войти, ну, как и собаки, которые тоже там прыгают рядом. А другой как раз-таки все и руинит. И не может открыть дверь, из которой по умолчанию выпрыгивает охотник. И хоть через текстуры Немо можно даже посадить на колено, но бой от этого, к сожалению, не закончится. У меня были отдельные сейвы, я побегал еще немного, перепрыгнув этот момент. Если финальный босс при игре на Инферно вас бесит своей скоростью, то это цветочки. Здесь его ускорили еще сильнее. Он бьет настолько быстро, что некоторые удары даже не регистрируются по вам, хотя по факту он попадает. А от некоторых уйти стало просто невозможно. И пройти его можно только на рандоме, если он не будет использовать некоторые атаки. Но зато убивает он вас не с одного удара. Хоть на этом спасибо, но с такой скоростью это не помогает. Я не буду фантазировать и размышлять о том, как мог поучиться этот мод. Ведь даже из тройки, по крайней мере первую половину игры, можно было хорошо апгрейднуть. Скажу лишь, что жаль, что до ума его так и не довели. Модификация, которая позиционирует себя не как какой-то хардкорный мод, а как переосмысляющий основной геймплей, что правда лишь отчасти, но все по порядку. Мод объединяет все сложности, по факту, как я понял, берет что-то от каждой. Врагов здесь стало больше, чем в каком-либо моде по тройке. Но они вылезли не из пустоты, а опять-таки из-за синхронизации сложностей. Те, кто играл на многих сложностях, шарят, что враги расположены на них по-разному. То есть, при игре на упрощенном, стандарте и хардкоре враги находятся в одном месте и в определенном количестве, а при игре на кошмаре этих врагов может не оказаться в этой точке, но они будут находиться где-то в другом месте. Так вот, Sweet Dreams берет расположение противников со сложности хардкор и кошмар и объединяет их. К примеру, здесь переулок на харде пустует, а за углом вас ждет несколько зомбей. А на кошмаре же наоборот. Переулок завален зомбарями, а за углом только один. В Sweet Dreams они будут все сразу. И это распространяется на всю игру. В некоторых моментах они даже будут просто дублироваться, но дело не только во врагах. Я играл на Инферно, и урон от противников был не такой сильный, как на оригинальной сложности. Немезис же почему-то улетал с одного выстрела Магнума, ведь здесь у него почему-то 800 хп. Осмелюсь предположить, что это было взято с более низкой сложности. Ровно как и последний босс. Он ведет себя как на сложности ад, но при этом урон раздает как на сложности кошмар. То есть у вас есть право на ошибку. Буквально немного изменены тайминги уворота от НЕ Альфа. Но этого достаточно, чтобы обделаться, что дико бесит. И в этом моде их просто слишком много. Особенно на начальном этапе. Он добавил новое вооружение и поменял местами предметы.
Плюс поначалу кажется, что патронов дико не будет хватать всю игру, ведь ты быстро понимаешь, что уворачиваться от всех не получится. Где-то чуть изменены тайминги, что уже достаточно, чтобы находиться в вечном стане и тебя затыкал даже один противник. Или же просто проскакивая одного, попадешься в объятия другому. А если начать всех убивать, то появится дикий дефицит патронов. Но ближе к метро он, конечно, выравнивается, и потом вам всю игру будет давать с излишком, причем довольно-таки большим. У меня, например, никогда не было больше 1000 патронов для Карлоса. Ведь я прикурил в самом начале и начал жестко экономить. Да и когда тебе дают по 200 патронов, то опыт выживания подсказывает, что сейчас что-то будет. Но, как оказывается, нет. Я очень сильно люблю жанр выживания и стараюсь экономить патроны как могу. Но здесь это сыграло злую шутку и не только со мной. Но все-таки с голой жопой вас не оставит, и практически везде предметы будут лежать не в единичном экземпляре. И вам может попасться патроны пистолета и граната, или же спрей и патроны дробовика. Короче говоря, ресурсы тоже дублируются с других сложностей. Хоть и не везде. Но повторюсь, вторая половина игры пролетается почти на одном дыхании, и если мод и может дать челлендж, то только в самом начале. Мод, с которого я сгорел. Но не потому, что сложно или какой-то дисбаланс, а дело тут немного в другом. Как я понял, мод работает только на сложности стандарт. По той причине, когда я запускал его на Инферно, у меня от слова совсем не крафтились предметы из пороха, а здесь это на секундочку основа игры. Да и сам мододел пишет, что нужно запускать сложность стандарт. Но по факту она местами чуть выше, чем стандарт, и не копирует оригинальную сложность досконально. Ведь противники расположены по-другому. У них у всех увеличен ХП и сокращен урон, наносимый вашим оружием. И это очень сильно ощущается, когда даже на электростанции вы нормально не можете убить противника. И это заставило меня придумать тактику и перед подачей энергии заманивать тварей на трансформатор, бегая от одного к другому. И то даже после одного разряда погибают не все. Уворачиваться особо не получалось, хотя на них я делал большую ставку, и это отдельная тема. Но мы же играем на стандарте, да? Так вот, человеку, который задрочил ворота на Инферно, очень тяжко поначалу будет крутиться на сложностях хард. Да и на кошмаре тоже будет ощущаться, ведь зомби становятся медленней, и соответственно меняются тайминги для уворота. А это стандарт, где недруги еще медленнее, включая Немезиса. И можно было бы привыкнуть, если тренануться, но окно для идеального уворота было уменьшено конкретно. И зачастую ты понимаешь, что нажал кнопку в тайминг, но все равно попадаешься в захват. Опять и опять. Раз за разом. За что я нифигово так обласкал мододела. Но мне кажется, он прекрасно понимал, что оставь он обычные увороты, или же если бы игрок мог играть на сложности, которая ему комфортна, то проблем с модом бы не было. Ведь игру много кто задрочил, и поэтому он решил кинуть всех в более-менее равные условия. Но он понимал, что могут быть проблемы, и добавил справочник для уворотов, который раньше был бонусным, как стандартный предмет, который вы найдете в самом начале. Но он мне особо не помог, поэтому и валялся в ящике. Некоторые боссы перестали станиться от каких-либо ваших атак, особенно спидранерские тактики, но знаете вы это не сразу, и перед стартом боя будете крафтить себе нужные боеприпасы, которые потом могут оказаться бесполезными. Касательно крафта. Как я упомянул выше, крафт из пороха здесь это основа. Ведь просто так, какие-либо патроны в игре вы практически не встретите. За исключением пистолета, они лежат то там, то здесь. Зато с самого начала игры везде будут валяться как порох обычный, так и от гранатомета. Не сказать, что его прям много, хотя может и много действительно, так как я просто старался убегать от противников, ибо даже на одного патронов пистолета уходит много, чтобы прикончить. Поэтому вам самим придется вспоминать или же предполагать, кто вас ждет впереди, и комбинируя нужный порох, создавать себе нужные ресурсы. Да, рецепты крафта были изменены, причем кардинально. И можно даже смешать порох пистолета и порох гранатомета, получая нестандартные комбинации. Он также добавил машинку для крафта боеприпасов как стандартный предмет. И ее использование просто необходимо.
Ведь порох можно смешивать не просто между собой, а комбинируя какую-то отдельную единицу пороха вместе с этой машинкой, на выходе можно получить неожиданные боеприпасы. А если учесть, что он добавил джиу-штурмовую винтовку, то патроны можно скрафтить и для нее. То есть в теории, почти как раньше вы можете проходить боссов, но только если донесете нужный порох до определенного места или подготовите его заранее. Но далеко не везде. Или можете, как я, который страдал и жопился изначально, чтобы создать какие-то снаряды, наэкономить и потом крафтить что захочешь. Также были добавлены другие бонусные оружия, которые вам встретятся на протяжении игры, что несомненно круто, и играть в конце станет легче. Были сокращены подсумки для расширения инвентаря, по крайней мере на начальном этапе, и это будет ощущаться очень сильно, ведь весь лут за раз поднять вы не сможете, и либо бегите дальше, пропуская его, или, если вы такой жадный, как я, возвращаетесь мимо неубитых врагов с дебильными уворотами. Автосейвы никуда не делись, но некоторые их места были изменены, и печатные машинки, как на Инферно, есть не везде. Мододел также рекомендует с помощью свапера играть в участки и госпитали именно за Джилл с ее снаряжением, что, собственно, я и сделал. Ведь у Карлоса не будет каких-то дополнительных, опять-таки, вооружений, и придется обходиться именно автоматом и пистолетом. Хотя я не проверял, но скорее всего это действительно так. Но сам мод, к сожалению, пройти я не смог из-за финального босса, ведь после уничтожения его слабых мест он просто отказывался падать. И не получилось задвинуть батарею. Да, я знаю, его можно и так пройти, но трахаться я уже не захотел. Хотя смотрел других стримеров, и у них все было нормально. Не знаю, может это из-за того, что я объединил две версии этого мода, ведь даже оружие у моих знакомых лежали в других местах, а не так, как у меня. Наверное, по ощущениям, этот мод мне зашел больше всего, так как именно здесь я получил хоть какое-то чувство выживания, как бы смешно это ни звучало. Но местами он меня просто бесил. От души, друган, если досмотрел до конца, и обязательно отметьте в комментариях, чтобы я тебя запомнил. Не забудь оставить реакцию в виде лайка или диза. И нужен ли такой же видос по ремейку 4? Или пошел я нафиг и пойду делать видео по лору Резидента.